появлявшийся на протяжении всей истории, сражался с демонами и легко побеждал их. Он атаковал огромного дракона и с легкостью победил его. После этого Матиас поговорил сам с собой и определил свою цель в жизни. Он всегда будет сражаться с монстрами, чтобы стать лучше, и метка на его руке. Это самое важное, что заставляет его всегда стремиться к самосовершенствованию и становиться сильнее. Но метка на руке Матиаса не единственная. На самом деле у него 3 метки. Первая метка на его руке отвечает за производство, вторая за внутреннюю силу, а третья специализируется на быстрых магических атаках. Поэтому, если Матиас хочет стать сильнее, ему нужно больше сражаться, чтобы получить 4-ю метку, которая специализируется на ближнем магическом бою. Но люди рождаются с этой меткой, и изменить ее невозможно. Поэтому он решает изменить свой мир и отправиться в новый, чтобы получить 4-ю метку. Теперь в новом мире Матиас родился, и мы видим его в возрасте 12 лет по пути в столицу королевства. Матиас едет с отцом в карете, чтобы поступить в Центральную академию, где он будет учиться сражаться. Несмотря на то, что ему всего 12, Матиас сильнее многих своих сверстников, поэтому он может сдать экзамены в академию в юном возрасте. Матиас говорит отцу, что хочет поступить в академию и стать сильнее, но отец советует ему быть терпеливым и не слишком радоваться, даже если он силен. Матиас рассказывает отцу о столице королевства и вдруг говорит, что неподалеку бродит огромный монстр. Отец не обращает внимания и смеется над ним, говоря, что, наверное, он имеет в виду легендарных монстров, которых здесь не бывает. Но вдруг перед ними появляется огромный мифический зверь и преграждает им путь. Отец Матиаса в ужасе. Он думает, что это скелет. Матиас нападает на него с мечом и легко побеждает его. Затем он садится в карету и говорит отцу, чтобы тот продолжал путь, потому что у Матиаса есть сила, которая позволяет ему увеличиваться в 2 раза и побеждать огромных монстров. Он приезжает в столицу королевства и понимает, что она сильно отличается от города, в котором он вырос. Прогуливаясь по улицам и рассматривая новые здания, он слышит, как какая-то девушка кричит на кого-то в одном из домов, прося сделать ей новый меч, потому что меч ее спутника сломался. Матиас заходит в дом и понимает, что это кузница, и кузнец говорит девушке, чтобы она успокоилась и не кричала, и он сделает ей то, что она хочет. Она извиняется и говорит, что ее друг защищал ее от огромного монстра, и ее меч сломался, когда она сражалась с ним. Кузнец говорит, что он не может сделать волшебный меч, как у ее спутника, но может сделать крепкий меч без магии. Матиас понимает, что кузнец делает очень мощные мечи, но ни один из них не обладает магической силой. Девушка кричит и говорит кузнецу, что он должен сделать новый волшебный меч, тем более, что ее друг завтра будет сдавать экзамен в академии. Но кузнец настаивает на своем мнении и говорит, что она может пойти в другое место, где ей сделают волшебный меч. Девушка нервничает и говорит, что обычные мечи слишком тяжелые и ими трудно управлять. Вдруг они слышат голос Матиаса, который предлагает использовать свою магию и сделать для них волшебный меч, какой они хотят. Кузнец говорит, что он понимает, что она хочет покрасоваться перед ним, но не стоит говорить, что ты можешь сделать то, чего не можешь. Матиас говорит, что его 4-я отметка все еще слабая, но он может использовать ее, чтобы сделать то, что они хотят. И прежде чем кузнец успевает что-то сказать, девушка перебивает его, дает ему волшебный камень, покупает у него мощный меч и решает положиться на Матиаса и позволить ему испытать на ней свою магию. Девушка представляется Матиасу и говорит, что ее зовут Альма Лабош, и что она ушла из дома, потому что не хотела выходить замуж за того, за кого ее заставил отец. Он тоже представляется и говорит, что его зовут Матиас Хелт. Но ты можешь звать меня Матти. Приходит подруга Альмы Лори и спрашивает, что они делали у кузнеца. Альма знакомит ее с Матиасом и говорит, что он сделает для них волшебный меч. Матиас берет меч у кузнеца, кладет в него волшебный камень, накладывает заклинание стального резака с заклинанием выносливости и превращает его в волшебный меч за 2 секунды. Он протягивает меч Лори и говорит, что теперь она может попробовать. Лори подносит меч к столу, и тот без усилий разламывается пополам, и все удивляются, насколько могущественна магия, которая сделала меч таким прочным. И как Матиас смог так быстро это сделать. Он говорит им, что это было совсем не трудно, и что это была обычная магия. На следующий день наступает время практического экзамена, который определит, примут ли студентов в академию. На экзамене проверяют навыки владения мечом и магические способности студентов. Лори удивлена, что Матиас тоже будет сдавать экзамен, и Альма говорит, что экзамен был очень сложным, и она сделала все, что могла. Лори начинает сдавать экзамен по фехтованию, и инструктор замечает, что у нее есть пробелы в навыках. Он нападает на нее, говоря, что у нее сильные способности, но ей нужно восполнить пробелы, и прежде чем снова напасть на нее, он смотрит на свой меч и видит, что тот сломан. Он с удивлением видит, что Лори направляет меч ему в голову и говорит: «Сдавайся». Инструктор спрашивает ее о мече, и она говорит, что это Матиас наложил на него магию. Матиас подходит и говорит самому сильному из инструкторов: «Это ты наложил магию на меч Лори, а я главный инструктор. И я хочу знать, каким навыкам ты научился у своего отца Кастора». Матиас удивлен, что главный инструктор знает его отца, и главный инструктор говорит, что он давно его знает, поэтому он заставит его пройти все испытания. Начинается поединок, и главный инструктор поднимает свой меч. Матиас понимает, что его навыки владения мечом оставляют желать лучшего, и подозревает, что главный инструктор недооценивает его. Но Матиас говорит себе, что это всего лишь проверка,
и он покажет лишь часть своих настоящих способностей. Матиас нападает на главного инструктора, тот отбивает удар мечом, а Матиас защищается своим мечом. К удивлению всех, Матиас умудряется блокировать удар своим маленьким телом. Поединок проходит напряженно, и Матиас умудряется выбить меч из рук Джилла, главного тренера и рыцаря, и отбросить его в сторону. Джилл проигрывает, и все удивляются силе нового ученика. Когда приходит время проверки магических способностей, тренер вызывает Лори. Тест заключается в том, что каждый ученик должен выпустить стрелу и попасть в 5 мишеней. Лори активирует свою огненную магию и выпускает стрелу, которая попадает в первую мишень. Матиас понимает, что Лори использует магию под названием заклинания, когда она произносит его языком, а руки активируют его. Проблема этой магии в том, что если на тебя нападут, то уровень будет слабым, потому что ты не можешь произнести заклинание языком. Так что для Матиаса это заклинание старомодное, и он удивляется, почему они до сих пор его используют. Лори может попасть стрелой в любую мишень, и все поздравляют ее. Когда наступает очередь Матиаса, он спрашивает тренера, можно ли ему использовать огненную стрелу, но тренер говорит, что это самое простое, но не обязательное заклинание, и можно использовать любое, какое захочешь. Он просит тренера отойти, чтобы не пострадать от взрыва, и делает очень мощную магию, не произнося ни слова, поражая все цели одним выстрелом, уничтожая их и оставляя огромную дыру в земле от силы взрыва. Матиас, Лори и Альма приняты в академию, и все они одеты в школьную форму для церемонии открытия. Студенты выстраиваются в очередь, чтобы послушать речь директора. Директор представляется и говорит, что его зовут Эдвард, и он не любит много говорить, поэтому он скажет только, что первая академия отличается от второй. А во вторую академию, если вы хотите туда поступить, нужно обладать большими способностями, независимо от уровня дохода вашей семьи. Он уходит со сцены и спускается вниз. Но спускаясь, он зовет Матиаса и говорит ему, чтобы тот зашел в кабинет после окончания праздника. После окончания праздника Матиас идет в кабинет директора, разговаривая сам с собой, потому что боится, что его выгонят в первый же день за разрушение испытательной площадки. Прежде чем постучать в дверь, он видит, что директор стоит позади него и говорит «заходи». Матиас с удивлением видит, что директор и все тренеры стоят посреди комнаты и говорит «ты смог победить главного рыцаря». И использовал магию без слов, чтобы проверить свои магические способности. То, что ты сын Кастора, может быть очевидным объяснением твоей силы, но должно быть и другое объяснение, о котором никто не знает. Но директор не хочет ничего знать. Он хочет, чтобы Матиас помог им оценить результаты тестов его друзей. Он спрашивает, почему они используют такой слабый метод и почему они используют магию языка вместо безмолвной магии. Матеус удивляется, когда директор говорит, что никто в городе не знает, как использовать безмолвную магию, поэтому другая академия пытается ее практиковать и обучать этому студентов. Но проблема в том, что другая академия находится в столице. Богатые поддерживают методы обучения в первой академии, поэтому у них нет выбора, кроме как следовать им. Когда Матиас берет учебник у преподавателя, он понимает, что все в нем устарело. Директор объясняет ему, что на следующем соревновании он хочет, чтобы они использовали безмолвную магию, чтобы убедить короля и богатых людей использовать ее. Директор просит Матиаса научить их этому. Начинается урок, и студенты с удивлением узнают, что их преподаватель Матиас. Преподаватель просит его продемонстрировать им безмолвную магию. Матиас взлетает в воздух и стреляет огнем из рук, попадая во все мишени без помощи рога. Но тренер говорит, что это не Матиас использует безмолвную магию, и подает сигнал тренеру рядом с ним. Тот стреляет огнем из меча, но огонь попадает только в одну мишень. Тренер говорит, что однажды он тренировался с Матиасом в безмолвной магии, но все равно достиг такого уровня. Урок начинается, и все ученики пробуют использовать безмолвную магию, а Альма очень рада, что у нее получилось, и идет рассказать об этом Матиасу. Матиас идет проверить уровень Лори и обнаруживает, что ее магическая сила исчезла. Лори понимает, что Матиас может передавать магическую силу другим, просто держа их за руку. Через месяц Матиас уже может обучать учеников безмолвной магии, и в день соревнований вся школа собирается на большой площади, чтобы посмотреть на состязание. Лори жалеет, что они тоже выбрали одну из магических дисциплин для соревнований. Матиас спрашивает, кто они такие, и узнает, что это группа могущественных лидеров из первой академии. Каждый раз, когда другая академия собирается победить, один из лидеров нападает на них и заставляет проиграть. На руке Матиаса загорается маркер, и он говорит, что один из них существует на самом деле и в 10 раз сильнее Матиаса. Она говорит, что если он в 10 раз сильнее, то у него сила демона. Матиас спрашивает, враги ли демоны в их мире, и они объясняют, что демоны враги людей и очень сильны. Настолько, что если бы вся магия королевства объединилась, они бы не смогли победить ни одного демона. Соревнования начинаются, и Матиас выходит на арену против 3 лидеров, но они побеждают его, потому что он один. И спрашивают, не сбежали ли его друзья, которые должны были прийти с ним. Директор второй академии разговаривает со своим помощником и говорит, что вторая академия уже потеряла надежду на победу в соревновании, которое в 65-й раз подряд выигрывает первая школа. Когда избранные начинают издеваться над Матиасом, он понимает, что на самом деле они замаскированные демоны,
демоны, скрывающие свою истинную форму под видом людей. Начинается соревнование, и Лид и Джесс нападают на Матиаса изо всех сил, но Матиас не двигается и одним ударом побеждает их обоих. Матиас понимает, что демоны – причина слабости людей, и именно из-за них люди больше не используют магию безмолвия. Он нападает на следующего избранного, и они сражаются с огромной силой. Пока Матиас не использует заклинание, которое разрушает чары дьявола и ранит его мечом, заставляя его принять свой истинный облик – облик дьявола с крыльями. Все удивляются, узнав, что дьявол на самом деле был демоном, и что другая академия использовала его, чтобы обмануть первую академию. Директор второй академии стоит посреди толпы и просит охранников вызвать королевский дворец, чтобы сообщить о случившемся. Прежде чем демон улетает и пытается сбежать, Матиас ранит его мечом, но его меч ломается. Директор не может поверить, что Матиас так легко справился с демоном. Матиас вспоминает свои воспоминания о другом мире, когда его звали Джаз, и он легко побеждал всех демонов. После того, как Матиас попал в новый мир и получил 4-ю метку, его имя в новом мире стало Матиас, а его семью назвали Хелд. Он начал исследовать новый мир и с удивлением обнаружил, что самая могущественная магия в мире считалась самой слабой и недооцененной, а техники заклинаний были слабыми, и никто не знал, как ими пользоваться. На арене соревнований после того, как Матиас победил демона, замаскированного под студента первой академии, люди собрались вокруг демона, боясь подойти к нему, чтобы не попасть в ловушку и не погибнуть. Затем Матиас вместе с управляющим отправился на встречу с королем. Но прежде чем войти, Матиас спросил директора, почему люди удивляются, что он смог избавиться от слабого демона, и был удивлен ответом директора, что никто в истории мира не мог избавиться от демона или даже противостоять ему. Они вошли к королю, и он их приветствовал. Он представился и сказал, что он первокурсник второй академии, меня зовут Матиас Холт. При обычных обстоятельствах король сообщил бы об этом всем людям, отпраздновал бы это событие и дал бы ему много земли. Но чтобы не вызвать панику среди людей и не заставить их беспокоиться о том, что демоны могут скрываться среди них, он не мог этого сделать. Король подумал, что Матиас хочет волшебный меч, и сказал: «Я дам тебе меч». 2 дня назад ко мне пришел кузнец и сказал, что меч был сделан молодым парнем, и что он никогда раньше не видел такой мощной магии. Матиас подумал, что кузнец попросил его сделать еще один меч после того, как он сделал меч для Лори, о котором говорит король. Но король понимает, что подарок ему не нравится, и спрашивает, есть ли у Матиаса какая-нибудь просьба. Он спрашивает, может ли Матиас использовать диамис в королевстве. Диамис стоит больше, чем золото, и в мире, где он раньше жил, королевства воевали из-за диамиса. Но поскольку магия в этом мире слаба, они ничего не знают о ценности диамиса. Король соглашается и дает ему право использовать диамис в королевстве по своему усмотрению. После того, как король исполняет желание Матиаса, он спрашивает его мнение по важному вопросу, говоря, что 4 ученика из магической школы внезапно исчезли, включая Харда, последнего главу гильдии магов. Мы знаем, что избранные впервые появились 600 лет назад, а это значит, что 600 лет демоны проникали в королевство, а в древнем мире Матиаса демоны были на грани вымирания. После смерти Матиаса некоторые демоны, должно быть, проникли в человеческий мир и распространяли ложную магическую информацию, чтобы ослабить человеческую магию и подчинить людей себе. Король спрашивает его, раз ты можешь уничтожить демона, уменьшится ли опасность от демонов в ближайшее время. Но Матиас удивляет его, говоря, что опасность возрастет еще больше, и поскольку 4 избранных мага сбежали, это значит, что они были демонами, и им нет смысла маскироваться. И они появятся в своем истинном обличии, поэтому следующий план демонов — объединиться и напасть на королевство. Но Матиас удивляет их, говоря, что демоны не организованы, и если они захотят действовать сообща против нас, им понадобится как минимум 3 месяца. Король говорит, что 3 месяцев слишком мало, но Матиас отвечает, что за 3 месяца можно многое успеть. Первое — построить вокруг королевства огромную стену, чтобы демоны не могли проникнуть внутрь. Стена будет сделана с помощью артефакта, который позволит создать постоянный барьер, и если все ученики другой академии объединят свои усилия, то они смогут закончить работу всего за месяц. Тем временем Матиас предлагает продолжить изучение безмолвной магии, но король не уверен, что они смогут противостоять демонам в одиночку. Поскольку Матиас смог победить демона в одиночку, король назначает его командиром в битве против демонов. Он спускается в сарай и получает разрешение взять все, что ему нужно для постройки барьера. Он ищет магические камни, которые нужны для барьера, и если не найдет, то придется использовать Демас. Матиас замечает мощный меч, и стражник говорит, что они нашли его в старом разрушенном доме, но, к сожалению, никто еще не знает, как им пользоваться. Матиас берет меч и понимает, что сам сделал его в своем старом мире. Меч сделан из материала, который прочнее эврики и подходит для барьера. Он также берет цепь, которую сам сделал, чтобы усилить свои очки опыта. На следующий день Матиас возвращается в академию и доволен успехами своих одноклассников, которые улучшили свои навыки в безмолвной магии. Он встречает Лори и Альму, и они говорят ему, что слышали, что он хочет построить стену вокруг города. Он говорит им, что собирается пойти к Демасам, чтобы взять нужное количество материалов для строительства стены. Он предлагает им пойти с ним, но Альма говорит, что не может пойти,
потому что не умеет драться мечом так же хорошо, как стрелять из лука, а в рукопашном бою стрелы бесполезны. Но Матиас учит ее новому заклинанию, которое удваивает силу стрел и делает их достаточно быстрыми, чтобы поражать цель прямо в лоб. Они втроем отправляются на поиски демонов, и Лори с удивлением обнаруживает, что под Академией есть демоны. Он говорит ей, что монстры находятся под Академией, но они низкого уровня, и если их убить, то можно забрать камни демонов. Он учит Альму стрелять из лука и просит ее почувствовать связь со стрелой, как будто она часть ее самой, чтобы Альма могла стрелять по движущимся целям. Он заставляет ее тренироваться, пока она не научится попадать в двух монстров одной стрелой. Альма соглашается и отправляется в туннели, чтобы сразиться с монстрами в одиночку. Матиас звонит ей и говорит, что камни, которые ты найдешь после того, как избавишься от монстров, нужно собрать. Матиас идет в другую сторону с Лори, чтобы научить ее сражаться на мечах. Посреди дороги он произносит простое заклинание, чтобы разрушить барьер, поднимает упавший кирпич и говорит ей, что это необработанный Демас. И им нужно разбить его, чтобы сделать оружие. Лори считает, что Демас нельзя уничтожить, но Матиас удивляет ее тем, что его можно использовать для разных целей. Поэтому они должны взять большую часть Демаса и сделать из него оружие. Для этого они используют необработанную магическую силу, чтобы превратить металл в кристалл, заклинание разрушения, чтобы превратить кристаллы в порошок, и заклинание притяжения, чтобы собрать пригодные для использования части Демаса. Лори может использовать заклинание и с первой попытки извлекает Демас, а Матиас учит ее делать из него оружие. Лори может поразить 3 монстров одной стрелой и возвращается к ним, чтобы узнать, что Лори научилась зачаровывать меч и может поразить монстра мечом, уничтожив его. Они втроем продолжают свой путь, побеждая монстров, и ожерелье Матиаса увеличивает их силу и позволяет победить любого монстра, который встретится им на пути. Но на 10-м уровне они сталкиваются с огромной собакой, и Матиас предупреждает их, потому что она сильнее всех монстров, которых они победили по пути. Матиас хочет вмешаться и помочь им, но Лори может выстрелить в зверя 2 стрелами с разных сторон, а Матиас отвлекает зверя, чтобы Лори могла попасть в него, и они действуют сообща. Матиас говорит им, что потребуется время, пока они найдут другого монстра для сражения, поэтому им нужно разбить лагерь, где они смогут оставаться, пока не появится новый монстр. Он учит их, как разбивать лагерь, и делает это так, соединяет магический камень со своей магической силой и превращает его в лагерь, который защищает их от монстров. Но Матиас оставляет их в лагере и продолжает спускаться на следующий уровень, чтобы найти адамантит, который поможет ему построить барьер. Альм удивлена, что Матиас спускается на 25-й уровень, и говорит ему, что самый глубокий уровень, на который они когда-либо спускались, это 23-й. И единственными, кто смог добраться до этого уровня, была легендарная группа из 30 человек под защитой колдуна Гая. Матиас может спуститься на самый нижний уровень и сразиться с боссами, которые очень сильны и всегда убивают любого, кто заходит в туннели. Но Матиас может победить всех монстров, которые стоят у него на пути, пока не доберется до самого большого монстра, похожего на змею. Змея нападает на него с огромной силой. От ее яда земля дрожит, а дым от нее со временем загрязняет воздух. Но это будет первым настоящим испытанием для Матиаса с тех пор, как он получил 4-ю метку в новом мире. Матиас наносит змее сильный удар, и этого достаточно, чтобы змея поняла, что Матиас – серьезный противник и настоящая угроза. Матиас атакует змею, но это не причиняет ей вреда. Поэтому он разбивает магический камень, чтобы создать в воздухе завесу, которая усиливает магию и собирает всю силу в свой меч. Одним ударом он атакует змею, уничтожает ее и вызывает землетрясение во всем городе. В это время друг Эрхарда спрашивает его, чувствует ли он землетрясение. Но Эрхард отвечает, что, конечно, нет. Ни один человек не может вызвать землетрясение. Матиас избавляется от монстра и возвращается к Альме и Лури, рассказывая им, что он избавился от огромного чудовища и наполнил свой сейф. Они не понимают, насколько велика была змея, поэтому кричат, когда видят ее, и не могут понять, как Матиас смог справиться с ней в одиночку. После продажи добычи из туннеля в гильдии искателей приключений они понимают, что все на них смотрят. Лори спрашивает у служащей, почему так, и она отвечает, что большинство студентов в новой академии теперь охотники на монстров и намного сильнее, чем первокурсники. Поэтому они очень привлекательны для всех, особенно для учеников средней школы. Конечно, это связано с тренировками, которые проводит Матиас, и они постоянно повышают уровень и силу студентов. Сотрудница спрашивает, чем она может помочь, и Альма отвечает, что у них есть инструменты Димы на продажу, что удивляет сотрудницу. Потому что Дима не позволяет многим людям зарабатывать на них, если у них нет королевского приказа и очень высокого уровня силы. Что еще больше удивляет сотрудницу, так это то, что Матиас, у которого есть знак неудачи, может зарабатывать и продавать инструменты Димы. Внезапно он открывает магический портал и достает огромную змею, а потом спрашивает у продавца, сколько стоит эта змея. Конечно, продавец в ужасе и падает в обморок при виде змеи, не веря, что Матиас смог избавиться от нее самостоятельно. Но продавец не понимает, что змея была заключена в заклинание, и говорит, что много раз слышала об этом заклинании, но никогда не думала, что оно существует на самом деле.
Азриэле. Это было странно для Лури и Альмы, пока они не увидели это вместе с Матиасом. Матиас может хранить не только змею, но и большой магический камень, который он получил после того, как избавился от змеи. Но для Матиаса он недостаточно большой, и он говорит, что раньше находил камни побольше, особенно для того, чтобы сделать барьер. Продавец оценивает вещи Матиаса и дает ему 750 золотых монет, что является очень большой суммой. Матиас делит деньги поровну, отдавая Альме 250, а Лури 250 и оставляет себе 250. Но Альма говорит, что ты смог собрать добычу самостоятельно, поэтому тебе и нужно все золото. Это становится неожиданностью для Матиаса, потому что он никогда раньше не работал в команде, а всегда был один. Внезапно Матиас говорит, что нам нужно немедленно вернуться в Академию. Они спрашивают его почему, и он отвечает, что к Академии приближается магическая аура, а это значит, что два демона собираются напасть на нее прямо сейчас. Мы видим, как демон Азриэль и его спутник направляются в Академию, чтобы отомстить за смерть дьявола, но они входят в Академию, недооценивая людей, и ведут себя так, будто легко справятся с Матиасом. Он говорит Лори и Альме, что у них есть демон, который сильнее дьявола, и демон, который слабее, и что он возьмет сильного, а с тем, что послабее, они сами разберутся. Они в ужасе и спрашивают, как им справиться с демоном, но Матиас уверяет их, что их уровень позволяет им справиться с демонами. Демоны готовятся произнести заклинание, но Матиас наносит упреждающий удар, и Азриэль блокирует его. Хотя они не очень сильны, они все же демоны и обладают большей силой, чем люди, поэтому Матиасу нужна помощь. Азриэль атакует его огненной магией, но у него мало магии, и он использует их удары, чтобы защититься, и отражает удар обратно в сторону Азриэля. Но ему нужна более сильная стратегия, чтобы победить их, поэтому он делает вид, что убегает, но демоны бегут за ним и приближаются к Альме. Альма стреляет в демона Дисриэля магической стрелой, которая ослабляет его и замедляет. Дисриэль приказывает ему разобраться с девушками, и Матиас следует за ним. Первая атака Матиаса оказывается успешной, и он разделяет их. Демон произносит заклинание, которое Матиас не может отразить, но он использует ее слабость и произносит заклинание, чтобы разрушить его. Он нападает на Акрила и наносит ему удар мечом, но тот не умирает. Акрил несколько раз пытается ударить его мечом, но не может достать, и с удивлением понимает, что Матиас сильный воин и бьет его в ответ. Ариэль взмывает в воздух и быстро опускается на Матиаса, но тот успевает ударить его в полете. Ариэль злится и говорит: «Ты должно быть чудовище, а не человек». Но Матиас нападает на него, и прежде чем успевает приблизиться, понимает, что у демона есть скрытые заклинания, и они сражаются на мечах, и он не может от него избавиться. Они продолжают ожесточенную схватку на мечах, пока Ариэль не понимает, что не может победить. Но гордость не позволяет ему признать поражение, и он говорит Матиасу: «Я позволю тебе сбежать, Альмарати, и в следующий раз твоя смерть будет на моей совести». Внезапно Матиас окружает его заклинанием, которое блокирует всю его магию. И мы знаем, что Матиас использовал всю магическую энергию, которая исходила от Ариэля, чтобы создать заклинание, и Ариэль падает на землю и не может подняться. Затем Матиас наблюдает, как Альма и Лори сражаются с демоном и используют приемы, которым научились у Матиаса. А Матиас идет помогать ему бить следующего демона. Дьявол угрожает ему, что если он объединится с Ариэлем, они смогут избавиться от них, но он удивлен, что Ариэль пал среди людей. Матиас произносит заклинание света, и демон не выдерживает и закрывает лицо рукой. Демон пытается сбежать, но Матиас позволяет Альме выстрелить в него из лука, который отрубает ему крыло, и атакует мечом, который отрубает ему голову. Они падают на землю, и Матиас обещает, что скоро научит их заклинанию полета, поэтому он берет их с собой и уходит, пока люди не начали спрашивать, как они это сделали. Матиас и управляющий снова идут навстречу с королем, но на этот раз они берут с собой Альму и Лори. Король предлагает ему во второй раз загадать желание и исполнить его, и Матиас просит еще диамов. Король спрашивает Альму и Лори, чего они хотят. Альма говорит, что хочет много денег, а Лори говорит, что тоже хочет денег. Король смеется и приказывает своим помощникам дать им то, что они просят. Матиас замечает метку на своей руке, встает, спрашивает разрешение у короля и обращается к одному из королевских стражников, говоря: «Покажи свое истинное лицо». Он говорит им, что демоны наблюдают за нами из другого места и видят, что мы сейчас делаем. Но демон молчит, и Матиас поражает его молнией, от которой тот кричит. Он спрашивает, узнает ли король голос, и король говорит, что это голос Эрхарда, главы гильдии волшебников, который исчез. Мы знаем, что Эрхард все это время шпионил за королем, но удар Матиаса не убил его. Матиас спрашивает, знает ли он что-нибудь об этом месте, потому что Матиас почувствовал связь с этим местом, когда уничтожил магический интерфейс Эрхарда. Король понимает, что это деревня демонов, и приходит к выводу, что демоны прятались в руинах все это время. Матиас предлагает отправиться в деревню и напасть на демонов, но Лури говорит, что это далеко, и на дорогу уйдет не меньше полугода. Путешествие начинается, и Матиас идет в деревню демонов, взяв с собой Лори и Альму. Они находят дракона по имени Айрис, темного дракона, которого Матиас использует для долгих путешествий. Когда Матиас подходит к Айрис, дракон просыпается и говорит: «Ты
Ты вторгся на мою территорию, и я не позволю тебе войти. Но я отпущу тебя с миром или убью, если ты сделаешь еще шаг. Матиасу все равно, и он подходит ближе и говорит: ты меня не помнишь. Дракон произносит заклинание, и Матиас легко его побеждает. Матиас обращается к дракону и говорит: я Гaius, тот, кто противостоял тебе раньше в другом мире, а теперь это моя новая форма в этом мире. Матиас уверяет его, что не причинит ему вреда, а хочет, чтобы он отвез его в деревню демонов, чтобы избавиться от них. Дракон соглашается, но говорит Матиасу, что его крыло было сломано, и рассказывает, что после его смерти в Старом мире в Человеческом королевстве взорвался магический реактор. Взрыв вызвал цепную реакцию, и люди вернулись в каменный век. Но Матиас использует четвертую метку, чтобы починить крыло дракона, и говорит: теперь ты снова можешь летать, как раньше. Альма и Лори не могут поверить, что они едут верхом на драконе и даже могут с ним разговаривать. Лори рассказывает Альме, что они слышали о Гае и Рудере в легендах, но не знали, что Гай — это Матиас, а Рудер — его друг. Матиас приказывает дракону лететь со скоростью 500 км в час и не быстрее, чтобы не повредить крылья. Матиас прилетает в деревню демонов, и страж, охранявший башню, удивляется, увидев, что Матиас летит прямо на него и разрезает его пополам. Он чувствует тот же магический сигнал, что и во дворце. Он понимает, что в деревне два демона. Один из них Эрхард, глава гильдии волшебников, который сбежал и которого можно победить, а второй демон, который сильнее Эрхарда. Но Матиас восстановил свои силы и может с ним сразиться. Вдруг он слышит крики Альмы и Лори и удивляется, увидев, что Айрис спускается к нему. После неудачного приземления она извиняется, что давно не летала и забыла, как это делается. Он проверяет Альму и Лори, они в шоке и не могут встать, но не ранены. Он рассказывает им свой план и накладывает заклинание телепатии, которое позволяет им общаться друг с другом без звука, что поможет им в бою и не выдаст их планы врагу. Матиас дает им заклинание для использования магии и просит Лори сохранить его. Когда они прилетают во дворец, то с удивлением обнаруживают, что там никого нет, но Матиас объясняет, что демоны наложили заклинание невидимости, чтобы никто их не заметил. Лори использует заклинание, которое дала ему Матиас, и видит демона в углу комнаты, но второй демон невидим. Матиас произносит заклинание, которое снимает с него невидимость, и когда демон появляется, Альма направляет на него стрелу. Они замечают, что демон не двигается, и думают, что он их почти не видит. Лори стреляет в него, но демон уворачивается, и стрела попадает ему в затылок, прямо в мозг. Но хотя демон использовал мощное заклинание невидимости, сила Матиаса проявилась, и демон не мог в это поверить. Дьявол смеется и говорит, что это не настоящий Матиас, потому что настоящий Матиас в замке и никак не мог бы прийти в деревню за один день. Он нападает на него, и Матиас отбивается мечом и приказывает Альме стрелять в него. Дьявол смеется над ними, потому что стрелы не причиняют ему вреда, и пытается ударить Матиаса, но Матиас не может его коснуться, потому что он слишком быстрый, и Матиас не пытается ударить его в ответ. Внезапно дьявол чувствует, что его тело ослабло и не может двигаться из-за магии в стрелах, но он не сдается и думает, что это не настоящий Матиас. Он использует заклинание под названием «Несчастье» и становится в 2 раза больше, превращаясь в огромного демона. И это его последняя попытка использовать всю свою магическую силу перед смертью. Демон пытается схватить их, но они исчезают из его рук. Матиас смеется над ним и говорит: «Ты думаешь, мы испугаемся и убежим? Ты просто используешь маскировку, чтобы создать иллюзию своего огромного размера, но на самом деле ты такой же слабый». Альма стреляет ему в голову и убивает. Альма и Лори заканчивают миссию после того, как побеждают Эрхарда, и ждут вместе с Айрис, пока Матиас не избавится от другого демона и не выпустит их. Он выходит из дворца, дует на первый магический камень, который собирает магическую силу океана, затем дует на второй магический камень, который собирает большое количество монстров. И, наконец, дует на третий магический камень, чтобы заставить любого демона в воздухе принять свой истинный облик. Демон появляется в своем истинном обличии, и они не ожидают, что Матиас узнает его. А мы знаем, что Эрхард называл Матиаса чудовищем, потому что слышал о нем. Но Матиас говорит: «Я не чудовище, а ты вынуждаешь меня использовать силу, чтобы избавиться от тебя». Демон бросает ему вызов и говорит, что он готов умереть, потому что его уровень не такой, как у Эрхарда. Матиас смеется и говорит: «Попробуй победить меня, если знаешь как». Дьявол нападает на Матиаса, который чувствует его удары и пытается понять, насколько силен противник, чтобы закончить бой. Внезапно дьявол наносит ему удар заклинанием, отрубающим руку, и спрашивает: «Где же твоя уверенность, которая была у тебя много лет назад?» Дьявол подходит к нему и говорит: «Выбирай, как ты хочешь умереть». Внезапно мы понимаем, что перед боем он использовал исцеляющее заклинание, и благодаря ране смог полностью проанализировать силу демона. Теперь он знает все его слабые места и может атаковать. Несмотря на все попытки демона снова ранить Матиаса, он не может ни поцарапать его, ни дотронуться
дотронуться до него. Демон смеется и говорит: «Я позволил тебе порезать мне руку, но у тебя нет выбора, кроме как сдаться. Я не могу убить тебя так же легко, как Эрхарда». Он активирует магический круг, похожий на заклинание неудачи, которое использовал Эрхард, но более сложный, поэтому демон не может убить его так же легко. Но Матиас использует заклинание, которое отменяет действие демона, и тот возвращается к своему обычному размеру. К удивлению демона, никто раньше не мог отменить его заклинание, и он решает превратить себя в туман, чтобы Матиас не смог его увидеть. Хотя заклинание может использовать только демон, Матиас может использовать его в качестве контрмеры, потому что он знает все заклинания демона, когда тот порезал ему руку. Дьявол для Матиаса как открытая книга, и заклинание, которое Матиас наложил на него, которое демон считал отравленным, начинает действовать. Оно уменьшает его силу и контролирует его магию. Заклинание заставляет его магию усиливаться, пока она не взорвется и не уничтожит его. Он уничтожает четвертый магический камень, который увеличивает силу магии в океане, и это становится смертельным ударом, который убивает демона и оставляет после себя огромную дыру в земле. В центре этой дыры появляется столб с магическими кругами. По нему проходят мощные магические потоки, и Матиас использует этот столб, чтобы укрепить его и направить силу магии, которая исходит из него. Благодаря заклинанию на столбе Матиас узнает, что демоны собираются напасть на город, собрав более 5 монстров 10 уровня. Но после того, как Матиас уничтожил демона, логово монстров находилось в 10 километрах от столицы, и хотя это было недалеко, Матиас мог использовать силу других студентов Академии, чтобы сразиться с ними. После возвращения в деревню Матиас решает превратить Айрис в человека, чтобы использовать ее силу и всегда держать при себе. Матиас рассказывает директору о случившемся и предлагает взять Айрис в академию. Директор говорит, что будет относиться к ней как к любому другому студенту, и она должна сдать вступительный экзамен, набрав 47 баллов из 50, что очень высокий результат. Но Матиас верит в нее и знает, что она справится. Айрис впервые превращается в человека, и он боится, что она вернется к драконам и разрушит всю академию, не осознавая этого. Лори спрашивает его, почему он не рассказал директору о том, что у Айрис есть вена дракона, и о монстрах, которые нападут на город. А он отвечает, что Айрис нужно закончить первый экзамен, чтобы она не волновалась понапрасну. На следующий день Айрис сдает письменный экзамен и ведет себя странно, как дракон, и все еще привыкает к жизни в человеческом обличии. Затем идет практический экзамен, где ее проверяет капитан кавалерии, которого Матиас победил в первый день. Он говорит Матиасу, что если он ее порекомендует, она должна быть сильной и показать свои навыки. Но Джилл нападает на нее, и меч вылетает у нее из рук. Она поворачивается к нему спиной и идет за мечом, что в бою делать нельзя. Он нападает на нее, чтобы победить, но Айрис говорит, что она сама возьмет меч и без труда хватает его обеими руками. Она спрашивает Матиаса, нужно ли ей использовать меч, чтобы победить его, или она может просто ударить его без меча. Айрис бросает меч, и он летит по воздуху и врезается в башню. Меч погнулся, и директор удивляется ее силе и не верит, что она обычная девушка. Следующий экзамен – стрельба из лука. Айрис понимает, что мишени маленькие, поэтому активирует свою магию и стреляет в Матиаса, директора, Лори и Альму. Но Матиас успевает поставить защитное заклинание, прежде чем магия взорвется и убьет их. Она снова пытается, но на этот раз взрыв получается сильнее, и она решает использовать заклинание Матиаса и взрывает все вокруг. Она возвращается к боссу и говорит, что смогла поразить все цели, но случайно взорвала все вокруг. Это последний успешный тест Айрис, и ее принимают в академию, и она становится студенткой. Через день Матиас и директор приходят проверить работу и посмотреть, смогут ли студенты сделать достаточно кирпичей для барьера. Матиас узнает от директора, что студентов с меткой славы, которые могут делать кирпичи, мало, поэтому производство низкое. Кроме того, большинство студентов с меткой славы учатся в первой академии. Взаимопонимание между первой и второй академиями всегда было сложным, и они никогда ни о чем не договаривались. И если они попросят их о помощи, это будет трудно, и скорее всего они откажутся. Но поскольку обстоятельства сейчас критичны и нет места для конкуренции и вражды, директор просит короля вмешаться и убедить первую академию помочь второй академии. Король приказывает директору первой академии пойти и встретиться с директором второй академии, и они приходят к соглашению. Директор первой академии злится, потому что он должен был прийти к директору второй академии, а не наоборот. Но директор второй академии говорит, что это приказ короля, и ситуация не позволяет им враждовать, потому что нам нужно создать барьер, чтобы не пустить демонов. Директор другой академии просит его отдать ему студентов с меткой славы, чтобы помочь им. Но директор первой академии отказывается, потому что не хочет отдавать своих учеников в слабую академию. Он говорит директору второй академии, что смог победить его на последнем соревновании, и это потому, что в соревновании участвовали демоны. Директор первой академии смущается, когда директор второй академии говорит, что демоны
демоны вмешались в соревнования на вашей стороне. Матиас предлагает начать соревнования заново, но теперь между людьми, и тот, кто проиграет, должен будет сделать то, что захочет победитель. Конечно, директор Первой Академии соглашается, но только при условии, что Матиас не будет участвовать. Прежде чем директор Второй Академии успевает ответить, Матиас соглашается. Соревнование состоится через 2 дня на том же месте, что и в прошлый раз. Через 2 дня соревнование начинается, и директор Второй Академии замечает, что студенты Первой Академии подготовились изо всех сил, чтобы исправить то, что произошло в прошлый раз. План Матиаса — отправить Айрис подальше, если он почувствует опасность, но он видит, что среди студентов нет демонов, поэтому Айрис не нужно участвовать. Директор Академии говорит им, что у них лучшие студенты в Академии, и что бы они ни делали, они не смогут победить. С другой стороны, Первая Академия принимает только 5 студентов для участия в соревновании. Судья дает сигнал к началу, и ученики Второй Академии с минимальными усилиями побеждают всех учеников Первой Академии. Директор в ярости и не может поверить, что его учеников так легко победили. Судья объявляет Вторую Академию победителем, и Матиас говорит директору: «Вас было слишком много. Нам нужно было меньше». Но директор отказывается признавать результат и обвиняет учеников в том, что они монстры. Тогда Матиас спрашивает его: «Как я могу доказать обратное?» Он указывает на Айрис и говорит: «Пусть она спустится и поучаствует в соревнованиях, посмотрим, как у нее получится». Айрис отвечает: «У меня нет оружия», но Матиас дает ей меч, и директор Первой Академии успокаивается, думая, что это обычный, не магический меч, который не поможет ей. Когда Айрис впервые берет меч в руки, он кажется ей пластмассовым. Внезапно директор Второй Академии кричит: «Король приказал нам обучать студентов безмолвной магии, а вы все еще учите их магии с помощью языка». На что директор отвечает: «Это наши обычаи и традиции, и я не изменю их, даже если король прикажет». Прежде чем он успевает оправдаться, король приказывает стражникам арестовать его. Король приказывает ученикам Первой Академии работать вместе с учениками Второй Академии и изучать безмолвную магию. После соревнований Матиас, Лори, Альма и Айрис отправляются за магическим камнем в туннель длиной 60 сантиметров, пока ученики Первой Академии работают и создают демонов. Мы знаем, что Айрис — дракон, поэтому у нее есть магический камень длиной 80 сантиметров. Но Матиас уверяет их, что не собирается избавляться от Айрис и забирать камень, он собирается призвать монстров и избавиться от них. Альма и Лори впервые достигли 17 уровня с такой силой, а Айрис удивляет их тем, что Матиас достиг 654 уровня в древнем мире. Матиас просит Лори создать магический круг, а затем просит Айрис призвать монстра из круга, но тихо. Айрис не умеет контролировать свою силу, поэтому она призывает монстра, который больше, чем само место, и они убегают, пока он не обрушился на них. Пока они бегут, Матиас говорит Айрис: «Я же говорил тебе, что нужно призывать монстра медленно». А Айрис отвечает: «Когда ты призывал монстра медленно, ты разрушил 3 горы, так что не сваливайся на меня». Они видят огромного красного дракона, который идет к ним, и Айрис атакует его, но дракон с легкостью блокирует удар. Матиас решает отвлечь его, и Айрис дразнит его, говоря: «Ты ящерица, а не дракон». И это самое обидное, что можно сказать дракону. Драконы все еще преследуют Айрис, чтобы поймать ее. Лори колдует над стрелами, а Альма стреляет в него множеством стрел, а Матиас создает множество магических кругов, чтобы усилить эффект стрел на драконе. Но драконья кожа слишком прочная для маленьких стрел, и яды на них не действуют. Тогда Матиас решает вернуть Айрис в ее драконий облик и сразиться с ней. Но на это нужно время. Он решает позволить Айрис вывести его из себя и отвлечь, чтобы он смог ударить ее своей самой мощной силой. Он использует эту силу и бьет ее с такой силой, что дракон взрывается, и они получают волшебный камень, который хотели. Матиас предлагает Айрис присоединиться к их команде, и она соглашается. На следующий день Матиас разрушает тренировочную площадку, чтобы Айрис могла привыкнуть к своему человеческому облику и научиться быстро двигаться. Альма и Айрис начинают тренироваться, и Айрис должна попытаться убежать, а Альма должна попытаться ударить ее мечом. Лаури же, напротив, поручают сделать оружие, и Матиас просит ее сделать для него меч с особыми свойствами. Когда меч Матиаса готов, она начинает делать себе другой меч. Когда приходит время испытать оружие, Лаури начинает с меча и прорубает камень, Альма стреляет из лука и взрывает стену, а Айрис копьем разрушает половину помещения. Матиас говорит сам с собой, что когда в королевстве снова появится магия, он построит барьер, который защитит их от демонов и обучит их многим навыкам. А потом ему не будет смысла оставаться в академии. Наступает день, когда в академии начинают строить барьер, который защитит их от демонов в королевстве. Директор обращается к студентам с речью, сообщая им, что работа начнется с сегодняшнего дня, и Матиас будет руководить студентами, которые будут помогать ему в работе. Потому что он первый и самый сильный в академии. Он призывает студентов вложить всю свою энергию
энергию в строительство барьера и говорит, что вы защитная броня королевства. Потому что вы единственный, кто изучает заклинания без слов, и вы самые могущественные люди во всем королевстве. Работа начинается, и все погружаются в нее с головой, вкладывая в нее всю свою энергию. Лори сообщает Матиасу, что детекторы магии 25 и 26 зафиксировали странную активность, и он говорит ей, что это должно быть демоны, и что они, возможно, разгадали наш план. Но даже если они знают наш план, мы не можем легко их обнаружить, поэтому вполне вероятно, что заклинание, которое засек детектор магии, это демоническое транспортное заклинание под названием «Магическая дорога». Матиас поручает им избавиться от него, и они бегут через лес, пока не доберутся до магической дороги демонов. Они верят Матиасу, что когда разрыв становится больше, это значит, что демоны атакуют, и нужно быстро его закрыть, пока демоны не напали. Они делают то, что Матиас велел им сделать, чтобы закрыть разрыв, и Лори использует волшебные стрелы, которые она делает для Альмы. Но Матиас позволяет ей самой принять решение, говоря, что он научил ее почти всему, что ей нужно знать. Но теперь пришло время полагаться на себя. Лори приходит в голову идея, как сделать новое заклинание для волшебных стрел, и они понимают, что дыра становится больше, и из нее вылезает демон. Она стреляет в него и убивает. Но из дыры вылезает еще один демон, и стрела на него не действует. Лори бросается на него с мечом и разрубает пополам, прежде чем она успевает выстрелить. Дыра закрывается, и миссия Лори и Альмы увенчалась успехом. Внезапно они замечают еще одну большую дыру в Капитолии и бросаются туда. Третья девочка, которая с ними, понимает, насколько они сильны, и садится на землю, не веря, что Матиас научил их таким мощным заклинаниям. Они возвращаются к Матиасу, чтобы рассказать ему о новой дыре в Капитолии, но Матиас, ожидая этого, говорит, что это продвинутая форма магии, и что они пожертвовали демонам, чтобы расширить дорогу и позволить ей достигать больших расстояний. Но поскольку демоны не могут пожертвовать собой, они, должно быть, пожертвовали самым слабым, чтобы это сделать. Матиас предсказывает, что мантия появится над второй академией, и на строительство барьера потребуется больше времени. Поэтому Лори и Альме придется дольше задерживать демонов, вылезающих из магической дыры, пока барьер не будет готов. Матиас замечает, что Лори и Альма стали увереннее, и битва сделала их сильнее, и это видно по их речи. Айрис приносит 40 ящиков мифрила, которые им понадобятся для строительства барьера. Альма и Лори прибывают во двор другой академии и встречают директора, который говорит им, что Матиас даст им много магических камней для создания магических кругов. В этот момент появляется разрыв в пространстве и появляется огромный демон. Демон уверен в себе и угрожает студентам, что если они попытаются сразиться с ним, он уничтожит их за считанные секунды. Он произносит мощное заклинание и бросает его в академию, но Лори не понимает, что заклинание заблокировано и академия ничего не получает из-за дыма. Но дым рассеивается, и демон видит, что студенты стоят неподвижно, и директор приказывает им атаковать огнем, но расстояние слишком маленькое, чтобы достать демона. Альма стреляет в него стрелой, но она летит слишком медленно, и демон ловит стрелу и ломает ее. Демон атакует еще более мощным заклинанием, и студенты с трудом блокируют его, пытаясь выиграть время, пока Лори не создаст более сильный магический меч, чтобы избавиться от демона. Но Лори не может создать меч, хотя раньше, когда Матиас был с ней, у нее получалось. Теперь она не может сделать это сама. Она смотрит на своих друзей и понимает, что если она снова потерпит неудачу, демон их уничтожит. Поэтому она решает не разочаровывать Матиаса и использует всю свою магию, чтобы создать очень мощный магический меч и отдать его Альме. Альма бросает меч в демона, но, к сожалению, демон уворачивается. Альма использует свою магию, чтобы перевернуть демона и вонзить меч ему в спину, чтобы прикончить его. Внезапно появляется второй демон и говорит, что вы смогли победить демона Домуса, потому что он был один, но нас много, и вам нас не победить. Демоны собираются с силами и нападают на Академию, и ученики не могут их остановить. Демоны соревнуются друг с другом, чтобы выяснить, кто убьет больше людей. Сначала Лори пытается остановить их стрелами, чтобы задержать, пока не придет Матиас, но Альма говорит, что нужно задержать их и выиграть время, пока не придет Матиас. Лори использует свою магию и превращает стрелы Альмы в мощные магические стрелы, которые убивают любого, кто их получит. Демоны готовятся к резне, но внезапно сзади появляется Матиас и убивает демона, говоря, что резню устрою я. Демон понимает, что аура вокруг Матиаса нечеловеческая, и спрашивает, не он ли убил Элиаса. Но Матиас не отвечает и продолжает избивать их, пока они не убегают. Он благодарит Лори за то, что она помогла задержать демонов, пока он не пришел. Они благодарят его за спасение жизней всех учеников. Матиас сообщает, что дыра в барьере расчищена, и Айрис и остальные ученики все еще работают над этим. Когда Матиас идет проверить, как продвигается работа, он видит, что они все закончили, и осталось только вставить магический камень, который у него с собой, чтобы сделать барьер. Матиас устанавливает камень, и из центра барьера исходит очень яркий свет, который окружает весь город и защищает его от демонов, которые не могут проникнуть внутрь. Лори говорит, что миссия наконец
наконец-то завершена, и она чувствует сильную магическую энергию, исходящую от барьера. Но Айрис удивляет ее, говоря, что энергия исходит от монстров в жилах дракона, и что монстры обладают заклинанием, которое демоны использовали, чтобы призвать их. Он подчеркивает, что сила монстров и сила демонов, которых они призвали, вошли в жилы дракона и сделали барьер все сильнее и сильнее. Поэтому демоны собирают больше монстров, чтобы попытаться прорваться через барьер. Директор и ученики готовятся сражаться с монстрами изо всех сил, и монстры нападают на них в большом количестве. Матиас расставляет ловушки и взрывчатку на дороге, и ученики гораздо лучше справляются с монстрами. Матиас, Лори и Альма наблюдают за ними из замка, наблюдая за разворачивающейся битвой. Внезапно директор приказывает своим ученикам отступить, но Матиас приходит с Лори, Альмой и Айрис и поддерживает их, чтобы они не отступали. Айрис удивляется, когда Матиас бросает ее в одного из монстров и убивает его, а второго монстра Альма поражает магической стрелой и тоже убивает и третьего монстра. Он понимает, что сражаться в команде гораздо эффективнее, чем в одиночку, поэтому он бережет силы для более сильных монстров, которых может победить только он. Он сталкивается с очень сильным монстром, пожирателем пустоты, который поглощает всех монстров вокруг себя и использует их силу, чтобы превратиться во что-то гораздо более страшное и могущественное. Это первый раз, когда Матиас столкнулся с этим монстром, и Альма говорит, что мы должны поймать его, пока он не стал слишком большим и не проглотил всех монстров вокруг себя. Но Матиас говорит, что мы не отпустим его, пока он не проглотит всех монстров в округе, и тогда они избавятся от него разом, чтобы сэкономить время. Айрис понимает, что он пытается проглотить ее, потому что она тоже дракон, но Матиас говорит, что мы должны помочь ему проглотить всех монстров и быстро избавиться от него. Он протягивает Лори волшебную бумагу и просит превратить ее в магический камень и бросить в монстра. Матиас бросает в него еще несколько волшебных карт, чтобы монстр принял форму, удобную для атаки. Монстр становится огромным и устрашающим на вид чудовищем, когда собирает всю силу монстров в округе. Хотя магическая сила Матиаса ослабевает, у него есть способность запоминать, как атаковать монстров, даже когда он слаб. Он приказывает Айрис выстрелить монстру в ногу, Лори и Альма не мешают ему стрелами, и он атакует его мечом. Матиас понимает, что лучший способ победить монстра такого размера – это заставить его еще больше нервничать. Он предпочитает бить его по несмертельным местам, таким как ноги и глаза, но замечает, что его ноги регенерируют после того, как их почти отрубили. Но Матиас продолжает атаковать его магическими камнями, нанося удары по всему телу монстра, пока тот не падает на землю. Он взлетает в воздух и наносит сокрушительный удар, который ломает монстру шею. Но Матиас понимает, что состав монстра странный, и дракону нужно больше Диамиса, которого нет в городе, поэтому он решает отправиться в королевство, найти Диамис и вернуться. Но правда в том, что Матиас хочет уйти после того, как выполнит свою миссию в королевстве. Директор понимает, что происходит в голове у Матиаса, даже если тот ничего не говорит. Поэтому он предлагает остаться в академии на особых условиях, потому что его присутствие поможет развитию школы. Когда он останется в академии, академия и королевство помогут ему, и он сможет вернуться в любое время, когда захочет. Альму, Лори и Айрис просят остаться в академии на особых условиях, чтобы они могли путешествовать с Матиасом, учиться у него и вместе исследовать мир. На следующий день они все четверо уходят, а директор и студенты выходят попрощаться, и директор обещает, что академия всегда будет открыта для них, и они смогут вернуться в любое время. Матиас и его команда отправляются в путь и встречают мальчика, который едет в карете со своим отцом, и тот спрашивает, не хотят ли они приключений. Матиас отвечает, что они направляются в королевство Демос Милия, чтобы выполнить задание, а Лори узнает, что туннель в Демос Милии огромный и состоит из сотен уровней. Поэтому над туннелем построили целый город. И Матиас говорит, что никогда раньше такого не видел и не понимает, как люди могут жить над таким опасным туннелем. Чтобы добраться до Демос Мильхии, им понадобится больше одного дня, но Матиас говорит, что они могут добраться туда за один день и сэкономить время. Это беспокоит Лори, потому что если они доберутся туда за один день, то им придется пройти через Чикерский лес, полный монстров. И ходят слухи, что там есть умные монстры, в отличие от глупых. Но это не пугает Матиаса. Наоборот, ему становится любопытно, и он настаивает на том, чтобы пройти весь путь за один день. Когда они входят в лес, Лори начинает бояться того, что может с ними случиться, и после долгой прогулки они садятся отдохнуть и пообедать. Матиас уходит на охоту, но пробегая по лесу, замечает, что у монстров сильная магическая энергия, и они передвигаются организованно, а не хаотично, как обычные монстры. Он понимает, что есть монстр, который управляет ими и заставляет их перемещаться по лесу по своей прихоти, и что это должно быть тот самый умный монстр, о котором говорила Лори. Лори и Альма слышат громкий стук и думают, что монстр прикончил Матиаса, но с удивлением обнаруживают, что монстр сам мертв.
А Матиас возвращается к ним с монстром в руке и говорит, что ожидал увидеть что-то гораздо больше и разочарован тем, что монстр такой слабый. Затем Матиас приносит им еще одного монстра на ужин, и самым большим сюрпризом для Альмы и Лори становится то, что некоторых монстров можно есть. Лори разводит костер, а Айрис приносит из леса растения, чтобы сварить их вместе с едой. Скоро еда закончится, и Лори с Альмой любят вкус монстров, а Айрис ест много, потому что драконам нужно больше еды, чтобы насытиться. Когда они заканчивают есть, Матиас и его команда готовятся продолжить свою миссию, тем более что монстры боятся приближаться к ним из-за силы Айрис. А после того, как они избавились от умного монстра, монстры будут их еще больше бояться. До захода солнца они добираются до города Демас Милчия, который находится посреди гор. Когда они входят в город, они с удивлением обнаруживают, что он беспорядочный и не очень организованный, а большинство людей лежат на улицах. Лори замечает, что в магическом столбе света в городе нет магических камней, а значит, он напрямую связан с драконьей жилой. Но продавец рядом с ними кричит им, чтобы они держались подальше от столба, потому что он взорвался, и 10 человек погибли там же, где они были раньше. Когда столб взрывается, Лори злится на продавца и спрашивает, почему он делает все таким опасным и угрожает их жизням. Продавец говорит ей, чтобы она говорила тише, потому что они просто выполняют приказы мудреца, и у них нет выбора, кроме как делать то, что они должны. Он говорит им, что раньше они использовали магические камни, но мудрец сказал, что магические камни – это самое важное и дорогое, что они экспортируют. Поэтому он запретил кому бы то ни было в городе использовать их по любой причине. Матиас спрашивает его, не из-за ли мудреца в городе такая низкая численность населения, и продавец отвечает, что на 10-м уровне туннеля Демос появилось огромное чудовище. Большинство искателей приключений, которых я нанял, чтобы сразиться с ним, были либо сильными и опытными, либо слабыми и неопытными, и чудовище всех их убило. Матиас получает общее представление о состоянии страны, покупает у мужчины яблоко и продолжает свой путь в город. Матиас говорит своей команде, что когда вместе собираются люди с разным опытом, они не знают, как сражаться, не говоря уже о том, что оружие у них плохого качества. Поэтому Матиас решает пойти в синдикат и получить разрешение на спуск в самый мрачный туннель, о чем и написано на табличке на улице. Он идет в синдикат и говорит клерку, что ему нужно 4 лицензии, чтобы спуститься в туннель. Но клерк говорит, что ты слишком молод для этого, тем более, что лицензии выдает сам мудрец. И прежде чем он выдаст тебе лицензию, ты должен выслушать его. А он заставляет тебя охотиться на монстров и сражаться с ними в туннеле Демос, что может привести к серьезным травмам, как ты сам видишь. И сотрудник консультируется с ним по поводу искателей приключений и выясняет, что большинство из них сломлены и устали. Но это мотивирует Матиаса и его команду отправиться в путешествие, поэтому он просит начать процесс получения лицензии. Вдруг вбегает женщина и кричит, что из самого дальнего туннеля идет много пострадавших, и если кто-нибудь знает исцеляющее заклинание, пожалуйста, пойдемте с ней. Единственный, кто отзывается, это Матиас, который говорит, что знает исцеляющее заклинание и идет с ней. Он заходит в гильдию старейшин и видит, что на полу спят люди, которым не хватает бинтов, чтобы остановить кровотечение. Он удивляется, что во всей стране есть только один целитель. Но работник говорит ему, что раньше в городе было много целителей, но мудрец выгнал их, сказав, что они бесполезны. Матиас быстро снимает куртку и произносит заклинание, которое определяет степень опасности ран пациента. Он ставит номер перед каждым пациентом, и номер обозначает степень тяжести состояния пациента. Он берет самых тяжелых пациентов, а остальных распределяет между своей командой, чтобы сначала заняться самыми серьезными случаями, а потом постепенно переходить к менее тяжелым. Но прежде чем Матиас приступает к самому тяжелому случаю, один из старейшин гильдии останавливает его и говорит, что эти случаи опасны и с ними не справятся маленькие дети, и что их нужно отсортировать по степени тяжести, прежде чем он начнет их лечить. Он говорит: «Заткнись и учись, что я делаю», и произносит исцеляющее заклинание, которое останавливает кровотечение, лечит поврежденные органы, а затем закрывает рану, пока пациент выздоравливает. Он приказывает врачу лечить пациентов в порядке их поступления, а не думать о том, что они умрут. Слова доктора убедили его, и он распределил свою команду по остальным пациентам. Каждый из них взял по одному пациенту и за рекордно короткое время спас всех. После этого доктор поблагодарил его и спросил, работал ли он раньше целителем. Матиас ответил, что использовал исцеляющее заклинание только один раз, и это стало возможным благодаря усилиям всей команды. Матиас спросил его о мудреце, который правил городом, и хотел знать, почему его заменил другой, не менее коррумпированный мудрец. Доктор объяснил, что это произошло внезапно и без предупреждения. Они слышали, что он умер во сне, и никто не знал, как это произошло. Они проснулись только в тот день, когда узнали о его смерти. Мы знаем, что туннели Диамуса всегда были опасны, даже в Старом мире, и идея построить город прямо над ними кажется странной, но это могло произойти только по демоническому плану. Поэтому Матиас считает, что последнего мудреца убили демоны, и вполне вероятно, что нынешний мудрец – демон, а не человек.
В конце дня Матиас и его команда остановились в гостинице, и Матиас отправил фальшивое письмо управляющему, чтобы передать его королю, а настоящее письмо спрятал в ящик, чтобы если оно попадет не в те руки, никто его не обнаружил. Хотя Матиас мог бы сам доставить письмо, он подумал, что может увидеть монстра в туннелях Диамуса, и отправил письмо с помощью магии. На следующий день Матиас и его команда отправляются к огромным воротам туннеля Демас. Но несмотря на то, что ворота сделаны из железа, они слишком слабы, чтобы Ирис смогла их открыть. Матиас говорит, что нужно быть готовыми ко всему, что может произойти в туннеле. Час спустя Матиас и его команда возвращаются в гильдию искателей приключений с монстром и говорят, что это слабый монстр, и им не нужна никакая сила, чтобы его победить. Сотрудница спрашивает, как ему удалось так легко от него избавиться, но Матиас благодарит свою команду, говоря, что он не вмешивался, и они справились сами. Сотрудница говорит, что Хаким должен сам увидеть монстра, иначе она не сможет ничего заплатить, пока Хаким не одобрит это. Сотрудница пишет письмо мудрецу, и Матиас, не задумываясь, его читает. Сотрудница пишет мудрецу, что Ирис, Лори и Альма выглядят как монстры, очень сильны, но Матиас слишком хороший целитель, чтобы сражаться с ними. Они идут ужинать и обсуждают силу своей команды. Лори та, кто творит магию в Альме, та, кто стреляет из лука, и после того, как парализует противника, они держат его, пока Ирис не нанесет ему удар, чтобы прикончить. После ужина Матиас замечает, что за ними наблюдают двое людей-мудреца, но делает вид, что не видит их, и понимает, что это хорошая возможность раскрыть истинную сущность мудреца. Он использует свой мозг и идет по боковым улочкам, телепатически общается со своей командой, чтобы никто их не услышал, и говорит, что за ними идут люди, которые преследуют мудреца. Поэтому они накладывают заклинание невидимости и видят, что люди мудреца окружили себя и не понимают, как они исчезли. Внезапно позади них появляются Матиас и его спутники и спрашивают, где их отель. Лидер говорит, что их отель находится впереди, а Матиас смеется и говорит: «Как вы узнали, где наш отель, если я вам не сказал?» Один из них хватает Матиаса и угрожает ему ножом, приказывает остальным сдаться и говорит, что знает, что Матиас самый слабый, потому что он целитель, как они узнали из письма сотрудника. Матиас просит Айрис сразиться с ними без оружия, и мудрец смеется, но удивляется, когда Айрис, Лори и Альма побеждают их без труда. Матиас накладывает на них заклинание слежения, чтобы узнать, где находится мудрец, и заклинание обнаружения демонов, чтобы узнать, заключили ли они сделку с демонами или нет. На следующий день Матиас и его команда отправляются в секретное место, чтобы встретиться с королевским посланником, который просит Матиаса появиться из темноты в центре зала. Посланник представляется и говорит: «Меня зовут Айк, и я сообщаю, что король приказал арестовать мудреца Дукила, правителя города и коррупционера. Если вы хотите арестовать его сами, то можете это сделать под присмотром Айка». Матиас отвечает, что он знает, где находится мудрец, потому что выследил его людей, и что сейчас он находится во дворце на окраине города. Арк предложил послать кавалерию на помощь, потому что дворец хорошо укреплен. Но Матиас говорит, что в этом нет необходимости, он справится со всем своей командой. Они идут во дворец, и Арк понимает, что что-то не так, потому что днем дверь заперта. Вокруг никого нет, и дворец выглядит заброшенным. Но Матиас чувствует, что во дворце есть солдаты, и говорит, что наш план раскрыт, и мудрец собрал всех своих солдат во дворце, чтобы защитить себя. Поскольку они уже все спланировали, нам нужно прорваться во дворец через главные ворота и проучить их. Когда команда заходит внутрь, они видят большое количество солдат мудреца, и те насмехаются над ними, потому что их всего 5, а их намного больше, и бросают в них множество заклинаний. Мы видим реакцию Лори, когда она эволюционирует и становится быстрее, чем раньше, блокируя все удары защитным заклинанием. Затем наступает очередь Матиаса, и он бросает в них заклинания, вырубая всех. Теперь Арк понимает, что имел в виду король, когда говорил, что не стоит злить Матиаса, потому что он слишком силен и может легко победить их. Они все стоят на лестнице, но Матиас говорит, что на втором этаже никого нет, и они не знают, где находится мудрец во дворце. Он произносит заклинание, которое показывает спрятанные предметы, идет по коридору и находит волшебную кнопку за картиной, а когда нажимает на нее, открывается портал, ведущий в подземный туннель. Мудрец спрашивает своего помощника, ушли ли те люди, и помощник отвечает, что если бы они ушли, мы бы услышали их голоса. Но мудрец находит тайное убежище, где он сможет спрятаться, даже если они не смогут от него избавиться. Мудрец слышит голос Матиаса, который говорит, что у него есть тайное убежище, и он думает, что сможет сбежать оттуда. Мудрец думает, что Матиас – один из его солдат. Он говорит, что ты продал людей, чтобы избавиться от меня, и даже не знаешь, как я выгляжу. Мудрец удивляется, что Матиас не один из его солдат. Внезапно на Матиаса и его команду нападают солдаты, но он убивает их одним ударом. Мудрец удивляется, что у Матиаса столько силы, а он все это время думал, что он целитель, который не умеет сражаться. Арк хватает Матиаса, но угрожает, что если его схватят и отдадут королю, то город перевернут вверх дном. Затем Арк спрашивает Матиаса, вернется ли он с ним в столицу, чтобы встретиться с королем. И Матиас говорит, что останется в городе на некоторое время, пока не узнает, как мудрец узнал, что они нападут на него, прежде чем он приблизится к дворцу. Он показывает им частично обгоревшее письмо, в котором говорится, что король приказал вас арестовать, и отправил гонца,
чтобы тот выполнил задание и вернул вас обратно. На письме есть следы магии, а значит, с ними заключил сделку демон. Матиас подозревает, что демон работает над драконьей жилой в городе, потому что она намного больше, чем в столице. Если соединить ее с заклинанием, то можно уничтожить весь мир. Внезапно они чувствуют сильное землетрясение, и Матиас говорит, что демоны играют с драконьей жилой и собрали множество монстров, чтобы сразиться с ними. Мудрец имел в виду, что город будет разрушен, если они поймают его. План Матиаса – как можно скорее увести демонов от драконьей жилы. У монстров есть как минимум 2 часа, чтобы добраться до города, и за это время они смогут уничтожить демонов и избавиться от монстров. Они добираются до драконьей жилы, когда демоны прячутся за ней и понимают, что от них исходит демоническая аура. Матиас говорит им: ребята, оставайтесь здесь, верните драконью жилу в прежнее состояние, а я пойду туда, где демоны, и избавлюсь от них. Он произносит заклинание, чтобы связаться с драконьей жилой и быстро поговорить с ней из любой точки города. Лори выясняет, в чем проблема с драконьей жилой, и начинает ее решать, но Матиас предупреждает, что любая ошибка может разрушить весь город. После часа сражения с монстрами Матиас добирается до логова демона, где тот работает над заклинанием контроля над драконьей жилой. Он замечает, что у демона нестабильная магическая сила. Матиас подозревает, что демон с кем-то общается, и накладывает заклинание подслушивания, чтобы узнать, о чем они говорят. Он слышит, как кто-то говорит демону, что Матиас не тот, кто пытается справиться с драконьей жилой, а Лори, и хотя у нее низкий уровень, она справляется. Он приказывает ему избавиться от Матиаса, а затем от Лори, которая занимается драконьей жилой, но советует не недооценивать силу Матиаса и сражаться с ним изо всех сил. Матиас понимает, что есть лидер, который управляет демоном и отдает ему приказы, и что он хорошо разбирается в искусстве заклинаний в драконьих жилах. Матиас начинает атаковать, но демон легко блокирует удар, и Матиас думает, что недооценил его, но босс говорит, что он просто проверяет его, но не стоит его недооценивать. Матиас понимает, что демон может использовать заклинание и тактику против его 4-й метки, поэтому сила демона больше, чем у всех остальных демонов, с которыми он сталкивался раньше. Босс приказывает ему атаковать Матиаса издалека и стрелять в него, потому что 4-я метка делает его сильным в ближнем бою. И если он будет сражаться с ним лицом к лицу, то проиграет. Матиас анализирует происходящее и понимает, что босс демона очень силен и знает тактику 4-й метки и как с ней бороться, поэтому ему интересно, в чем дело. Демон пытается разными способами атаковать Матиаса, но ни разу не попадает, поэтому босс приказывает ему перейти к следующему шагу и устроить ловушку для Матиаса. Матиас просит Лори произнести 14 заклинаний и разрушить ловушку, которую дьявол установил в жиле дракона. После того, как ловушка обезврежена, демон в ужасе и не понимает, что происходит, поэтому Лори произносит 17-е заклинание и разрывает связь между ним и боссом. Это означает, что демону придется напрямую противостоять Матиасу, не слушаясь приказов босса. Но демон говорит, что у него есть заклинание, которое может блокировать все его атаки, поэтому Матиас усиливает свои удары. И говорит, что после каждого удара заклинание активируется заново, поэтому если он будет атаковать его в течение доли секунды, он сможет разрушить заклинание и прикончить его. Матиас атакует его мечом и разрушает заклинание, связь демона с боссом восстанавливается, и босс понимает, что произошло. Мы знаем, что босс слышал, что Матиас — это Гай, но увидев его способности, убедился в этом. Босс говорит демону: если перед тобой действительно Гай, считай себя мертвым. Демон произносит заклинание неудачи, увеличивается в размерах и атакует Матиаса огнем. Но Матиас способен блокировать все удары, так как его 4-я метка и меч позволяют ему использовать более 4 заклинаний одновременно. Он наносит демону удар, который отрубает ему руку, а затем еще один, который отрубает ему голову и приканчивает его. Все монстры, которые должны были устроить хаос в городе, исчезли благодаря Лори, который разобрался с проблемой с венами дракона. Матиас успокаивает свою команду, говоря, что у них есть только одна задача — найти босса, который отдал приказ демону. Матиас произносит заклинание, чтобы найти его, и говорит Лори, чтобы тот снова запустил вены дракона. Матиас удивлен, что босс прослушивал все его разговоры с Лори и говорит, что он не может знать, где я нахожусь. Босс спрашивает его, знает ли он, кто он такой, и Матиас понимает, что магия исходит с расстояния в десятки километров, а именно из деревни Елены. Но Матиас чувствует, что это ловушка, и не верит, что босс находится в Елене. Матиас говорит ему подготовиться как можно лучше, чтобы однажды узнать, где он находится, и пойти сразиться с ним. Но босс говорит, что когда ты узнаешь мое местоположение, уничтожь устройство связи в Елене. На этот раз Матиас понимает, что этот уровень сильнее, чем все, с чем он когда-либо сталкивался, и это еще больше мотивирует его сразиться с боссом и поскорее добраться туда. Позже Матиас допоздна обсуждает со своей командой, как добраться до лидера демонов. Хотя босс отключил связь с Алиной, на заклинании, которое он использовал, чтобы вызвать Матиаса, был сигнал босса. Матиас смог записать сигнал в магический камень,
что показалось Альме странным, что кто-то может записать сигнал в магический камень. Матиас еще больше удивляет ее, рассказывая, что существует инструмент, которому тысячи лет, и с его помощью можно отследить врага по магическому камню, а не просто уловить его сигнал. Если они смогут заполучить это устройство, то смогут найти лидера и отправить его в Освояси. «Откуда ты знаешь, как пользоваться инструментом, которому тысячи лет?» – спрашивает Лори Матиаса. Он пытается скрыть свое лицо, чтобы не выдать, что он не из этого мира. Он говорит, что узнал об этом случайно, и меняет тему, прежде чем рассказать, что сам изобрел это устройство. К счастью, Лори не возражает и спрашивает, где оно находится, и он показывает ей карту Федерации Родинии. Если они смогут заручиться поддержкой короля, то смогут быстрее добраться до моста в Федерацию. Если они спросят директора, он поможет им, поэтому им нужно вернуться в столицу и узнать мнение директора и короля. На следующий день они возвращаются в столицу, идут в другую академию, но обнаруживают, что она исчезла. Они продолжают свой путь, пока не видят знак, сообщающий, что новая академия строится. Директор выходит поприветствовать их, и Айрис не может сдержаться и говорит, что они победили очень сильного демона в городе Дема. Директор объясняет, что в новой академии идет ремонт, стены укрепляют, чтобы они могли выдержать атаки демонов. В настоящее время студенты учатся в первой академии, а все остальные студенты помогают строить стены. Затем они идут в кабинет директора, где Матиас рассказывает директору о том, что произошло, и сообщает, что лидер демонов отдавал приказы тому демону, с которым он сражался, и что у него, очевидно, большой опыт. Чтобы добраться до него, им нужно пересечь границы Федерации Родинии. Но хотя Федерация Родинии – это союз нескольких стран, есть и злые страны, которые не позволят им вернуться. Поэтому Матиас спрашивает короля, может ли он помочь им, и король решает написать королю Родинии телеграмму с просьбой о помощи, особенно когда дело касается демонов. Потому что король Родинии окажет им сильную поддержку, чтобы избавиться от них. Матиас, который любит всем помогать, говорит директору, что он будет помогать студентам строить академию, пока король не одобрит их просьбу. Под руководством Матиаса он объясняет, что если использовать колонны из мифрила, они будут прочнее, чем железные. Лори учит их магии строительства, а Айрис помогает поднимать тяжести и доставлять их на стройку. Король разрешает им установить границу и направить рекомендацию Федерации Родинии. Они легко смогут пересечь границу, как только стражники увидят рекомендацию короля, но, к сожалению, проблема в том, что территория, где находится устройство, закрыта для всех, кто туда заходит. Это потому, что там очень сильные магические сигналы, и они боятся магической катастрофы, а значит не могут приблизиться к этой территории. Единственное решение – повысить свой ранг авантюриста, а для этого нужно достичь ранга А. Чтобы стать авантюристом, нужно сначала пойти в гильдию авантюристов в Родинии и пройти тест. Но Лори говорит, что это займет много времени, а у нас его нет, поэтому он говорит ей, что если мы опоздаем, то придется действовать по плану Б. То есть превратить Айрин в огромного дракона и позволить ей пролететь над городом, чтобы пересечь границу во время полета. После долгих обсуждений они идут в гильдию искателей приключений, где их встречает клерк, который уже слышал о них. Он знает, что они хотят попасть в запретную зону, но сначала им нужно пройти уровень С, чтобы добраться до уровня А. Но сотрудник обещает, что они смогут пройти тест на уровне А. Содержание уровня А – это тренировочный бой с руководителем гильдии, которого выбрали для этого. Внезапно входит Джиу. Сотрудник спрашивает его, что он здесь делает, и мы понимаем, что Джиу – наблюдатель за тестом. Матиас чувствует магический сигнал Джилу, который настолько силен, что почти равен силе дьявола, но на самом деле он человек. Джилу становится знаменитым в городе и признается искателем приключений, достигшим уровня С, самого высокого уровня, которого может достичь искатель приключений в городе. Но гильдия не выбирает Джилу в качестве наблюдателя за тестом, поэтому Гелу говорит ему, что другой наблюдатель сбежал, потому что испугался Матиаса, сказав, что у него болит живот. Джеллу предлагает заменить его и стать наблюдателем, и сотрудник удивляется, что Матиас не возражает и просит его начать тест. Сотрудник пытается предупредить его, что никто еще не проходил испытания с Джилу, и все, кто пытался, потерпели неудачу, потому что не думали, что достаточно сильны для этого. Но перед началом испытания Джилу советуется с Айрис, Лори и Альмой и говорит им, что они прошли без испытания, так что могут идти домой. Затем он советуется с Матиасом и говорит, что это ты будешь со мной сражаться, потому что он слышал о Матиасе как о победителе демонов и герое Ледяного Королевства. Перед началом битвы Матиас и Джилу договариваются об условиях поединка, и оба уверены друг в друге, каждый считает себя сильнее другого. Джилу, который никогда в жизни не проигрывал, и Матиас, победитель демонов и герой Ледяного Королевства. Но Джилу говорит Матиасу, что разрешит ему использовать магию. А сам он не будет использовать магию, а только меч. Матиас понимает, что Джилу использует заклинание, чтобы стать сильнее, сам того не зная. Джилу нападает на Матиаса и ранит его мечом, но Матиас выдерживает удар и не получает повреждений. Между ними начинается ожесточенная битва, и Матиас использует множество заклинаний, сам того не зная, как будто заклинания даются ему инстинктивно, и он родился с ними. Альма и Лори удивляются, что кто-то может соперничать с Матиасом, а сотрудник гильдии искателей приключений еще больше удивляется, что кто-то может противостоять Джилу. Во время битвы сердце Джилу бьется быстрее, его магия усиливается, его сила растет, и впервые в жизни Джилу сталкивается с кем-то выше его уровня и не может победить его. Джилу
Джилла использует тот же метод атаки, что и Матиас, увидев его однажды, а значит, у него хорошая наблюдательность и он быстро учится. Джилла использует свою самую сильную атаку, дым заполняет все вокруг, и он думает, что сможет победить Матиаса, но тот появляется из дыма. Атакует его мечом, размахивает им, приставляет меч к лицу Джилла и спрашивает, не хочет ли он снова сразиться с ним, но Джилла сдается. Судья объявляет Матиаса победителем, и теперь он может пройти на уровень А и попасть в закрытую зону. Поскольку это первый раз, когда Джилла проиграл, он спрашивает Матиаса, как тот победил его и как он может тренироваться, чтобы стать таким же сильным, как он. Матиас дает ему знакомую ему книгу и говорит, что там написано, как использовать магические заклинания, и если у него есть талант, то, изучив эту книгу, он станет намного сильнее. Но Джилла ненавидит читать, поэтому Матиас советует ему найти заклинание от головной боли на странице 132, которое он сможет использовать, когда устанет читать. По дороге Джилла идет с Матиасом и его командой и предлагает пройти тест без уровней и стать самым сильным в городе. Но Матиасу нужно попасть в запретную зону, и ему неинтересно становиться самым сильным в городе. Когда Галла спрашивает его о закрытой зоне, Матиас говорит, что имеет в виду поля элиты в районе Волки. Галла узнает, что в районе Волки появилась странная аура. В последнее время там сильно изменилась атмосфера, и контрольно-пропускные пункты стали намного сложнее, чем раньше. Многие команды отправлялись туда и пропадали, и никто не знал, что с ними случилось. Поэтому Джилу предлагает помочь, если ему что-то понадобится, и он долго с ним разговаривает. Когда Матиас и его команда доходят до первого контрольно-пропускного пункта, их останавливают охранники и просят предъявить удостоверение личности. Охранник протягивает им карточки, которые позволяют пройти по главной дороге, и говорит, что дорога опасная, поэтому нужно быть осторожными. Матиас замечает, что на карточках написан магический код. А невидимым почерком написано предупреждение о том, что они – группа из 4 могущественных и высокопоставленных искателей приключений с сомнительными мотивами. Поэтому нужно разобраться с ними, как только они появятся. Но Матиаса больше волнуют не слова, а код, потому что его используют только демоны. Даже если охранники были людьми, а не демонами, для установки контрольно-пропускного пункта нужна местная власть. А поскольку этот код используют демоны, весь город Волкия может быть под их контролем. Внезапно Матиас замечает, что за холмом за ними наблюдают 4 человека, и понимает, что они хотят их убить, пока они не добрались до города. Поэтому он верит Джилу, что команды пропадали, и никто не знает, где они. Значит, все команды были убиты в этом месте. Первой мыслью Айрис было избавиться от них, но Матиас говорит, что если мы избавимся от них здесь, то привлечем внимание остальных. Значит, нам нужно погрузить их в глубокий сон. И план таков: Матиас и Айрис привлекут их внимание. Лори и Альма пойдут за ними и заберут магическое устройство, которое погрузит солдат в глубокий сон. Матиас создает заклинание, которое создает иллюзии и заставляет людей снова и снова видеть самих себя. Они стреляют в него, но он уворачивается и разбивает стрелы мечом. В это же время Лори активирует магическое устройство, которое выпускает дым, от которого все, кто его вдохнет, засыпают. К сожалению, Лори и Альма тоже вдыхают этот дым и засыпают. Матиас будет их с помощью магического заклинания, и они понимают, что даже не заметили, как вдохнули дым. Они продолжают свой путь в деревню Волкия, и когда они приближаются к ней, они чувствуют признаки демонических сил в этом месте, и деревня выглядит пугающе, повсюду стражники. Единственная причина, по которой люди не замечают эти признаки, в том, что они постоянно их скрывают. Это значит, что в Волкии полно демонов, и Матиас и Лори чувствуют присутствие 30 демонов в деревне. Это значит, что демоны действуют группами, что противоречит тому, что Матиас говорил раньше, что демоны предпочитают действовать в одиночку или небольшими группами. Но есть редкая раса демонов, которые обладают особыми навыками в бою, но они действуют вместе группами и образуют целые команды демонов. И если они правят городом, то это худшее, что могло случиться с Матиасом в его жизни. Поскольку весь город окружен стражниками, а демоны контролируют финансы деревни, у них нет причин входить через главные ворота. Он открывает секретный проход в центре горы и говорит им, что это тайный путь, по которому демоны могут быстрее добраться до центра города, чем по обычным дорогам. Они спускаются по проходу и чувствуют очень неприятный запах, а проход оказывается пустым. Матиас чувствует, что впереди на дороге их ждет демон. Как обычно, Айрис говорит, что нужно от него избавиться. Но Матиас произносит заклинание, чтобы разрушить барьер, выставляет руку перед демоном и произносит заклинание, которое делает его невидимым, пока они не пройдут мимо. Выйдя из секретного прохода, они попадают в город, сворачивают на боковую улицу и смотрят на людей. Они в ужасе. Лори сравнивает деревню Даямс с этой деревней. Хотя в деревне Даямс было не так много людей, они были трезвыми. Но в этой деревне люди похожи на зомби, и большинство из них выглядят так, будто они в обмороке или под гипнозом, и на их телах странные раны. Когда он ловит одного из людей на улице и кладет руку ему на голову, он обнаруживает, что у людей есть магическое заклинание, называемое интеллектуальным параличом, которое постоянно вводит людей в ступор. Они идут дальше по деревне, пока не подходят к длинной очереди людей, а в конце очереди стоит демон, который заставляет их накладывать заклинание ментального паралича и отправляет на фабрику, где они вынуждены работать. Матиас решает зайти и посмотреть, что происходит на фабрике, и
накладывает защитное заклинание от заклинания ментального паралича, которое наложили на него и его команду. Они встают в очередь и притворяются, что их парализовало, чтобы не отличаться от остальных. Внезапно Айрис начинает дрожать и падает на землю, и один из демонов говорит: «Должно быть, вы переборщили с магией». Они проходят через толпу и заходят на фабрику, где обнаруживают, что производство на металлургическом заводе очень большое. Лори проводит рукой по странному камню, и Матиас говорит ей, что это магический минерал ранкин. Магические кристаллы, которые они получают из очищенного минерала, используются для изготовления взрывчатки. Если бы они собрали большое количество стопроцентно чистого ранкина, они могли бы взорвать целый город. Но на сбор такого количества взрывчатки ушли бы десятилетия. Но самое главное, что они поняли, как это работает, и думают, как это нейтрализовать. Я уверен, что какой-нибудь умный дьявол придумал бы этот метод вместо традиционного, но единственный способ победить в этой войне – это победить дьявола. Мы узнаем, что в деревне около 32 демонов, и что они рассредоточены по городу, но их главная цель – центр города, и половина демонов могут работать в команде. И их невозможно разделить по желанию. И поскольку основные силы находятся в центре города, пока они там, они могут защитить его. Лори говорит, что если они избавятся от одного демона, остальные узнают об этом, и почти предлагает напасть на них всех сразу. Но Матиас говорит, что если мы так сделаем, они избавятся от нас, и решение в том, чтобы использовать их же силу против них. Ночью демоны видят огромный магический сигнал в зоне 51. Их лидер приказывает им найти источник сигнала и окружить зону 51. Демоны окружают ее. Они не знают, что там, но они должны быть в ловушке. Двое демонов находят Айрис прямо перед собой, но прежде чем они успевают напасть на нее, Матиас наносит им удар сзади и убивает их. Демоны удивлены, что Матиас и его команда расставили ловушки в этом районе и уничтожают их одного за другим. План Матиаса состоит в том, чтобы использовать силу Айрис, чтобы создать магический сигнал, и половина демонов соберется вокруг нее группами. Задача Айрис – держать их подальше от центра города, заманивать их на окраины и использовать как приманку, а Альма и Лори будут отвлекать команды, если они соберутся в группы. Идея в том, чтобы держать их на расстоянии, и они будут исчезать по одному. Половина демонов почувствует Айрис и подумает, что сражаются только с ней, а больше никого нет. Альма берет магический камень, смешанный со взрывным заклинанием, и бросает его в демона, пролетающего над домами, но этого недостаточно, чтобы победить демона. Но этого достаточно, чтобы отвлечь его, пока Матиас не избавится от него. Но демоны пытаются снова взять ситуацию под контроль, они забираются на крыши домов и накладывают заклятия, чтобы знать, где расставлены ловушки и где находится Матиас и его команда. Но Матиас уменьшает силу своей магии и магии своих товарищей и приказывает им исчезнуть, чтобы демоны не могли отличить их от других жителей города. Командир демонов не понимает, как кто-то может войти в деревню и расставить ловушки на такой большой территории, оставаясь незамеченным. Когда он находит труп демона со следами от меча, а не от взрыва, он понимает, что кто-то прячется и собирается напасть на них, но они этого не знают. Матиас замечает, что демоны изменили тактику. Они все стоят на своих местах и не бегают. Они понимают, что ловушек нет, и настоящая ловушка – это Матиас, который появляется и исчезает. Поскольку демоны уже собрались и поняли план, у Матиаса не было другого выбора, кроме как сразиться с ними напрямую. Он похищает других демонов и говорит им, что поскольку ловушек нет и единственный способ избавиться от демонов – это использовать взрывчатку, даже если придется сжечь половину города. Внезапно один из стоящих демонов получает удар мечом и умирает на месте. И предводитель демонов думает, что это Матиас, который придумал план и сражается с ними с самого начала. Но на самом деле этот Джеллу ударил его мечом и храбро встал перед демонами. С другой стороны, Матиас чувствует сильный магический сигнал, поэтому подходит ближе, и сигнал становится сильнее, показывая, что Джеллу там, как он и думал. Джеллу окружен демонами, поэтому Матиас помогает ему и убивает 2 демонов, но осталось еще 4. Джеллу вступает в схватку с предводителем демонов, но несмотря на силу Джеллу, предводитель демонов намного сильнее и ранит его в руку. Джеллу вступает с ним в ожесточенную схватку, показывая, что он выучил много заклинаний из книги Матиаса, но демон перед ним очень силен и побеждает его. Но Джеллу говорит Матиасу, чтобы тот не вмешивался, он справится сам. Демон наносит мощный удар, и Джеллу использует заклинание «Стальной резак». Они наносят друг другу удары, но, к счастью, удар Джеллу оказывается сильнее и сбивает демона с ног. Они все бросаются на Джеллу, который лежит на земле, не в силах пошевелиться, не понимая, что демон мертв, а его глаза все еще открыты. Внезапно дьявол встает и атакует Матиаса мечом, но Матиас успевает увернуться и защититься, прежде чем дьявол наносит удар. Демон говорит, что его рефлексы все так же хороши, но обещает, что уничтожит печать и вернется в мир, чтобы сразиться с ним, и исчезает в клубах дыма. Матиас знает, что кто-то использовал тело демона, но оно не выдержало его силы. Единственный, кто мог это сделать, это босс, который управлял демонами в деревне, и скорее всего это он надел тело предводителя демонов. Джеллу все еще лежит на земле, не в силах пошевелиться, поэтому Матиас произносит исцеляющее заклинание и излечивает его. После того, как они избавляются от демонов в деревне, заклинание, которое парализовало жителей, исчезает. Люди приходят в себя, и деревня возвращается к нормальному
нормальной жизни. Джелу встает и обращается к людям, говоря, что он искатель приключений Джелу уровня С, и что он правит городом в условиях чрезвычайного положения. Айрис спрашивает его о чрезвычайном положении, и он отвечает, что если правитель страны отсутствует, умер или похищен, то любой искатель приключений с определенным уровнем может править деревней. Джелу обращается к людям и спрашивает, есть ли среди них кто-нибудь главный, и один из них выходит вперед и говорит, что он начальник фабрики. И Джелу назначает его временным правителем деревни. Перед тем, как Матиас и Джелу расстаются, Джелу дает Матиасу пропуск, который позволяет ему входить в деревню в любое время. И он возвращается в школу, чтобы попрактиковаться по книге Матиаса, а Матиас с нетерпением ждет возможности вернуться и посмотреть, как у него дела после практики. Когда Матиас и его команда прибывают на место, где они собираются тренироваться, они видят огромное здание, которое их впечатляет. И Матиас говорит им, что оно должно быть пустовало тысячи лет, но не говорит им, что он сам его построил. Они входят в здание и видят пирамиду. Айрис спрашивает, хочет ли он, чтобы она разрушила пирамиду и достала инструмент, и он отвечает, что он сделал его из материалов, которые невозможно сломать, как бы ты ни старался. Лори говорит, что это сделал он, и добавляет, что если Айрис сломает пирамиду, то оттуда может выпасть инструмент. Он кладет руку на пирамиду и наделяет ее огромной магической силой, и пирамида разрушается, открывая большую яму, похожую на гробницу фараона. Когда они спускаются в яму, то находят устройство, которое пытаются включить. Он говорит им поискать оружие и снаряжение, которое они смогут использовать, пока не включат устройство. Он кладет руку на устройство, и оно становится зеленым, но тут его прерывает Лори с устрашающим мечом. И он вспоминает, что весь день не мог избавиться от него, пока не наступил новый мир. Айрис говорит, что у нее есть силы, чтобы использовать его, но она не знает, как им управлять, и если она сделает что-то не так, то устройство перегреется, и человек, который его держит, испарится, и это будет катастрофа. Айрис приносит им коробку консервов, и он говорит ей, что в них есть талисман, который сохраняет еду, какой бы старой она ни была. Но он не уверен, что она будет съедобна через тысячи лет. Когда Айрис открывает консервы, еда оказывается заплесневелой и пачкает ей лицо. Матиас берет волшебный железный прут, который нашел на фабрике, и прикладывает его к устройству, чтобы найти босса. Внезапно устройство вибрирует от магического сигнала, и появляются данные лидера, и он понимает, что был лидером демонов и тем, кто продал их деревне Демос. Затем он кладет на устройство волшебный камень с символом лидера и активирует заклинание. Из устройства в воздухе вырывается красная молния, экраны краснеют, и печать на устройстве вот-вот сломается. Матиас признает, что босс очень силен. Его зовут Зардиас. Его изображение появляется на экране, и в их нынешнем состоянии они не смогут победить его. Если они будут использовать обычные заклинания, то не смогут победить его, потому что у него большой опыт. Но если они будут тренироваться с заклинаниями, которые существуют сотни лет, то смогут победить его. И план, который созрел в голове Матиаса, заключается в том, что человечество может оказаться единственным, кто выживет. Поэтому он придумывает другой план. Он видит меч, который схватила Айрис, поэтому берет его, кладет на устройство и использует свой старый магический знак. Это мощное заклинание, и они используют против него все древние магические инструменты, которые есть в мире. Матиас думает, что он создал много оружия в древности, и если он найдет свой меч, то сможет победить его с его помощью. Он отправляется на поиски меча и находит его в столице, где находится Академия и Королевский дворец. А это значит, что кто-то нашел меч и положил его в королевскую сокровищницу, когда его там не было. Айрис превращается в дракона, и они летят на драконе в столицу. Матиас дает им магические камни, чтобы использовать их на мече, когда они его найдут, и Лори говорит, если мы найдем волшебный меч в королевской сокровищнице, мы должны проникнуть туда и украсть его любым способом. Внезапно Айрис теряет равновесие, когда получает мощный магический сигнал от Зардаса. Это значит, что он сломал печать и идет за ними, сомневаясь, что они могут помешать ему осуществить свой план по уничтожению мира. Единственная проблема в том, что Зардас догонит их раньше, чем они успеют достать волшебный меч. Поэтому Матиас отправляется остановить Зардаса, пока они не достанут меч и не вернут его. Лори и Альма разбирают магические камни и направляются к королевской сокровищнице, а все студенты замечают, что к ним приближается мощный магический сигнал. Хотя барьер не позволяет демонам проникнуть в королевство, он не остановит Зардаса. С другой стороны, Матиас и Айрис ждут Зардаса. Матиас заряжает свой меч магической силой, и поскольку Зардас перемещается в пространстве демонов, Матиас решает войти в это пространство и подготовиться к встрече. Внезапно все вокруг становится красным, потому что Зардас приближается. Временной барьер открывается, и Матиас нападает на него, пытаясь остановить, но терпит неудачу и понимает, что избавиться от него можно только сразившись с ним. Зардас предстает перед ним в своем ужасающем обличии, и Айрис стреляет в него, но он без труда блокирует удар. Зардас достает свой меч из временного портала и говорит, что у нас нет времени, чтобы уничтожить мир. Мы знаем, что Зардас и Матиас давно ждали этой встречи. Зардас стреляет в Айрис, и Матиас успевает ее спасти.
Зардос нападает на него сзади и быстро наносит удар, и Матиас понимает, что Зардос намного сильнее и быстрее любого демона, с которым он когда-либо сталкивался. С другой стороны, Альма и Лори добираются до королевского хранилища. Стражник не пускает их внутрь, но тут появляется король и объясняет ему, что происходит. Он приказывает стражнику немедленно открыть дверь хранилища, впустить их и дать им то, что они хотят. Вернемся к Матиасу, который все еще отбивает атаки Зарии, но не может блокировать их удары и остановить ее. Шансы Матиаса на победу уменьшаются, тем более что его магия слабеет с каждым блоком. Альма и Лори не успевают достать волшебный меч, поэтому Матиас решает пожертвовать собой, чтобы спасти мир и выиграть битву с Зардусом. Зардус понимает, что Матиас хочет защитить барьер, поэтому начинает атаковать его, и Матиас отбивается. Зардус говорит ему, что ни один демон не может пересечь барьер на земле, но у него есть демон в воздухе, который не даст Лори и Альме добраться до него с мечом. Демон встанет перед Лори и Альмой и не даст им пройти, когда они найдут меч и захотят отдать его Матиасу. Но они объединяются и побеждают демона, избавляясь от него. Они с удивлением обнаруживают, что перед ними стоит еще один демон, угрожающий им и требующий отдать меч. Матиас чувствует магические сигналы демонов от барьера и понимает, что Зардиас был тем, кто нанял двух демонов, которые в первый раз напали на них в столице. Зардиас продолжает атаковать барьер и провоцирует Матиаса показать всю свою силу. Он думает о том, чтобы умереть и вернуться в новый мир, где он сможет тренироваться и победить Зардуса. Но потом он вспоминает слова Лори, и это придает ему сил, чтобы победить. Он собирается с духом и нападает на Зардуса. В это время ученики другой академии вместе с директором приходят на помощь и освобождают своего друга, а затем нападают на демона и связывают его. Лори и Альма бегут, чтобы передать волшебный меч Матиасу, который все еще сопротивляется Зардусу как может. Матиас превращает свою старую жизненную энергию в магическую силу, чтобы противостоять Зардусу. Айрис пытается дать отпор, но, к сожалению, все ее магические трюки не действуют на Зардуса, и он отвечает еще более мощным ударом. Наконец, Лори бросает меч Матиасу, и когда он его ловит, меч меняет форму. Но внезапно Зардус наносит ему удар в спину, выбивая меч из его рук. Он падает, и все думают, что он мертв. Но Лори выкрикивает его имя, и из меча вырывается магическая энергия, возвращая его к жизни. Зардус в ярости, что после того, как он пронзил его мечом в сердце, тот ожил. Матиас говорит ему, что после того, как он пронзил его в сердце и убил, меч восстановил свою полную силу, и Матиас собирался дать ему эту силу. Зардус и Матиас вступают в ожесточенную схватку, каждый из них на пике своих возможностей, и Зардус замечает, что скорость и сила Матиаса намного больше, чем раньше. Зардус спрашивает его: «Как ты можешь делать все это, будучи человеком, а не демоном?» Он отвечает: «Я Матиас Холден, сильнейший мудрец с самой слабой меткой». Сардайус перед смертью говорит, что со временем придут другие демоны, которые будут сильнее его, и они смогут его убить. Самое сложное задание в жизни Матиаса закончено, и столица возвращается к нормальной жизни. Студенты академии и директор идут праздновать победу Матиаса. Матиас уничтожает свой меч, потому что он одноразовый. Он возвращается в академию и к своей обычной жизни, хотя ему нужно время, чтобы восстановить свою магическую силу. Матиас и его команда вместе с директором идут во дворец короля, чтобы поблагодарить его за то, что он позволил им войти в хранилище и взять меч, которым Матиас спас столицу. Король благодарит их за спасение столицы и предлагает исполнить любое их желание. Матиас просит его позволить ему жить жизнью искателя приключений, и король приказывает стражникам открыть сейф и позволить им взять все, что они захотят. Они входят в хранилище и поражаются оружию, которое там находят, но Матиас говорит, что оно им не нужно и что он может научить их, как его сделать. Айрис оставляет все оружие и идет искать еду. Ее поражает копьем, которое Матиас когда-то сделал из адаманта, и в то же время он сделал лук из того же материала, который мог бы отдать Альме. Она спрашивает об этом охранника, и он говорит, что это мое, и мы продали его за бесценок. Они идут в компанию и узнают, что это крупнейшая в городе компания по сбору металлолома. Они спрашивают продавца о луке, и он говорит, что заточит его, пока не превратит в металл. Как ни странно, Матиас решает купить весь имеющийся у него металл и думает, что сможет отделить металл от сплава и сделать новое оружие, которое будет лучше, чем у всего остального мира. Айрис привлекает внимание Матиаса, и он хочет купить это. Матиас удивлен, что Айрис нравится что-то еще, кроме еды, но потом он думает, что драконам нравятся яркие цвета. Когда они заканчивают покупать все, что хотели, они с удивлением обнаруживают, что менеджер компании стоит у дверей и говорит Матиасу, что возникла чрезвычайная ситуация, и ему нужно срочно пойти с ним. Они идут в кабинет менеджера и встречают командира кавалерии, которого Матиас победил в свой первый день в академии. Он говорит, что 2 дня назад получил сообщение с границы о том, что империя Сахил напала на них с 300 солдатами, которые управляют деревянной марионеткой. Матиас проверяет марионетку и обнаруживает, что она управляется человеческой энергией, но силы марионетки недостаточно, чтобы пожертвовать целым человеком ради ее работы. Но марионетка крадет часть человеческих душ, чтобы управлять ею, и единственный человек, который мог бы это сделать, должен быть демоном. Босс спрашивает его, уверен ли он, что демоны управляют империей Сол. Матиас дает ему окончательный ответ, что люди сражаются друг с другом, чтобы ослабить друг друга. Должно быть,
один из них находится под контролем дьявола, и это одна из его главных тактик. И прежде чем они начнут действовать, командир рыцарей просит его спасти королевство и человечество и быть с ними, пока они не решат эту проблему. Матиас и его команда отправляются на задание в Севильскую империю, и директор сообщает им, что 4-я эскадрилья, как только будет готова, доставит их туда.